Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь. Я решил навести порядок на своем рабочем месте и добавить ему удобства, а для этого заказал на AliExpress крутой кронштейн для монитора. О нем и пойдет речь в сегодняшнем обзоре. Короткая предыстория. В своем десктопном компьютере в качестве монитора я использую 22-дюймовый Full HD телевизор Philips. Он устраивает меня и в плане диагонали, и в плане качества картинки. Но у него есть огромный минус. Он стоит на двух ножках и не имеет регулировок ни по наклону, ни по высоте. Также, располагаясь очень низко, он занимает на столе слишком много места. Я рассматривал разные варианты, чтобы навести на столе порядок и расположить монитор более удобно, и в итоге решил не экономить и заказал вот этот кронштейн-подставку F80 от Nordbayou. Он, занимая минимум места на столе, должен позволить максимально гибко настраивать и легко менять положение монитора. Ну, по крайней мере, это в теории, а как будет на практике, узнаем совсем скоро. Упаковывается подставка в прочную коробку с качественной полиграфией и указанием технических характеристик устройства. Внутри все уложено в формованный картон, неплохо защищающий вложения от повреждений. Так мы получаем сам кронштейн, два вида крепления к столу, набор винтов с парой шестигранников и инструкцию. В моем случае также приехала пара USB 3.0 удлинителей. Они встраиваются в подставку, но есть они не во всех комплектациях. Сразу отмечу, что кронштейн не из дешевых, и базовая версия без USB удлинителей обойдется вам примерно в $40, что, впрочем, процентов на 25 дешевле, чем в местных магазинах. Причем большая часть стоимости это доставка, что, на мой взгляд, достаточно странно. Радует хотя бы то, что подставка приехала ко мне за неделю со склада в России. В общем, пришлось раскошелиться ради порядка и ради комфорта. Конструктивно подставку можно разделить на 5 частей. Первая часть – металлический крепеж для монитора по стандарту VESA, рассчитанный на два размера крепежных отверстий 75 на 75 и 100 на 100 мм. Толщина пластины 3 мм. В данной части кронштейн имеет 3 степени свободы и позволяет поворачивать монитор по горизонтали, наклонять его по вертикали и поворачивать его по часовой и против часовой стрелки. Все соединения очень прочные и двигаются туго. Может показаться, что механизм пластиковый, но по факту мы имеем дело с металлом, покрытым или впаянным в пластик. Далее идет верхнее плечо подставки, оно также металлическое и сверху прикрыто декоративной пластиковой крышкой. Сняв крышку, обнаруживаем подвижную конструкцию, позволяющую поднимать и опускать монитор без изменения ориентации крепежной площадки. Для фиксации кронштейна в выбранном положении и поддержания монитора внутри плеча располагается газовый цилиндр с регулируемым усилием. По заявлению производителя, удержать кронштейн может мониторы весом от 2 до 9 кг. Также на данном плече предусмотрен держатель для аккуратной прокладки проводов. Далее нижнее плечо. Его верхняя часть и внутреннее ребро жесткости выполнено из металла, а в нижней части расположена пластиковая декоративная накладка, позволяющая аккуратно проложить провода. Данное плечо имеет 2 степени свободы и позволяет располагать монитор ближе к себе или наоборот дальше от себя. Если вам пока сложно представить, как все это работает, не переживайте, далее все покажу. Далее переходим к подставке. По сути, после установки только она будет занимать место на вашем столе. Что радует, подставка полностью металлическая, имеет резиновые ножки и несколько крепежных отверстий. В передней части под парой винтов находится прижимная пластина, позволяющая интегрировать в подставку те самые USB удлинители. Этой функции я очень рад. Теперь не придется ползать под стол, где стоит мой системник, чтобы подключить периферию или флешку. Ну и наконец последний, пятый элемент конструкции, а именно крепеж к столу. Тут производитель сделал все по уму и предложил на выбор сразу два способа монтажа. Первый способ подойдет тем, у кого в столе предусмотрено отверстие для проводов, ну или для тех, кто рискнет проделать такое отверстие самостоятельно. В этом случае берем болт М8 длиной 11 см и вставляем в закладную 3-мм пластину. Далее посредством трех крупных винтов прикручиваем закладную к подставке.
И да, я специально называю толщину и размер деталей, чтобы вы поняли, что все элементы тут рассчитаны на немалую нагрузку. Далее извлекаем из отверстия пластиковую заглушку. И помещаем туда винт подставки. Теперь остается снизу одеть на винт прижимную пластину и притянуть ее к столешнице гайкой с барашком. Готово! Так выглядит кронштейн, установленный первым способом. Маленькое предупреждение: когда будете снимать стяжку, придерживайте кронштейн, иначе он может резко распрямиться со всеми вытекающими последствиями. Второй способ – это монтаж подставки к краю стола с помощью струбцины. Струбцина тут телескопическая и состоит из двух элементов. Эти элементы выполнены из 5-миллиметровой стали. Это опять же к слову о прочности. Для начала опять же 3 винтами крепим неподвижную часть струбцины к подставке. Далее одеваем подвижную часть струбцины. В моем случае столешница из 16-мм ДСПшки, поэтому я устанавливаю подвижную часть в крайне верхнем положении. Теперь располагаем подставку на краю стола. Я для демонстрации сделаю это на передней кромке. Ну а далее просто закручиваю винт струбцины. Готово! Кронштейн опять же очень крепко зафиксирован на столе. Теперь займемся установкой монитора на кронштейн. Как я говорил ранее, кронштейн предполагает присоединение за счет крепления по стандарту VESA 75×75 и 100×100 мм. В моем случае расстояние между крепежными точками монитора 75×75 мм. Для присоединения в комплекте с кронштейном предусмотрены 4 винта с широкими шляпками. И все, что нужно для начала, наживить 2 верхних винта, закрутив их примерно наполовину. После этого монитор устанавливается на кронштейн. И нам остается только вкрутить нижние винты, а далее просто затянуть все 4 винта. Готово! Монитор надежно закреплен на кронштейне. Следующая задача, с которой вы скорее всего столкнетесь, необходимость регулировки газового упора, если ваш монитор самопроизвольно поднимается или опускается. Осуществляется регулировка в месте перехода верхнего плеча в нижнее вращением специального винта. Так, если монитор слишком тяжелый и самопроизвольно опускается, вращаем винт против часовой стрелки. В моем же случае монитор наоборот слишком легкий, поэтому я вращаю винт по часовой стрелке. И вращаю до тех пор, пока кронштейн не начнет уверенно держать монитор в любом заданном положении. Кстати, о возможном весе монитора. Как показал простейший тест безменном, подставка способна удержать мониторы весом от 2,5 до примерно 10 кг, что с учетом погрешности измерений подтверждает заявку производителя. Теперь будет не лишним аккуратно проложить провода, используя предусмотренные каналы. Что касается верхнего плеча, то тут все совсем просто. Отгибаем зажим с одной стороны и закладываем в него провод. Канал широкий, легко вместит любые идущие к монитору кабели. С нижним плечом все немного сложнее. Для того, чтобы проложить кабель под пластиковой накладкой, ее необходимо снять. А держится она на одном винте под крестовую отвертку. Выкручиваем этот винт. Снимаем накладку, пропускаем кабели от отверстия до отверстия и возвращаем накладку на место. По итогу получаем аккуратную конструкцию и никаких торчащих мешающих проводов. Ну и вот так выглядит вся эта система в полностью собранном и готовом к использованию виде. Все очень аккуратно и красиво. Подставка занимает около 10 квадратных сантиметров на поверхности стола, а вся остальная конструкция и сам монитор находится над ним. Радуют и аккуратно уложенные провода. Но самое главное, это конечно же почти безграничные возможности по регулированию положения монитора. Хочется выпрямить спину и поднять монитор повыше, пожалуйста.
Хочется откинуться в кресле и пододвинуть монитор поближе, нет проблем. Не устраивает наклон экрана, это также поправимо. Да что и говорить, даже сменить ориентацию экрана на вертикальную или вовсе перевернуть его на 180 градусов можно без проблем. В общем, настроек масса, и теперь я смогу удобно расположиться на рабочем месте. Ну а в случае необходимости я смогу отодвинуть монитор максимально далеко, освободив стол почти полностью. И да, отдельный огромный плюс. Теперь не составит труда сориентировать монитор на диван для удобного просмотра киношки или сериальчика. В целом могу сказать, что я очень доволен приобретением. Да, долго не решался на покупку, да, очень жалко было денег, но сейчас я ничуть не жалею, что потратился на нее. Реально, мое рабочее место получило плюс 100 к удобству, а еще плюс 100 к осанке и плюс 100 к зрению. Как ни крути, а правильная и удобная посадка за компьютером дорогого стоит. И да, я специально снял эту подставку для того, чтобы снять финал этого ролика. Из минусов не конкретно этой подставки, а подобных подставок в принципе могу назвать дрожание монитора, когда вы ударяете по нему самому или по столу. При всей монументальности и прочности конструкции она все же имеет некоторую гибкость и подвижность. Также немного изгибается и моя тонкая столешница. Но справедливости ради отмечу, что успокаивается дрожание очень быстро, да и на многих родных подставках монитор дрожит не меньше. В остальном, повторюсь, я очень доволен и ничуть не жалею о покупке. В общем, если вы хотите иметь похожие возможности по оптимизации вашего рабоче-развлекательного места, очень рекомендую приглядеться к такого рода кронштейнам. Кстати, в продаже есть также модели с креплением на стену или же под несколько мониторов. И нет, дорогие эксперты в области маркетинга, это не реклама. Подставку я приобретал за свои кровные. А именно этого продавца я просто вынужден рекомендовать по той простой причине, что он единственный на Али торгует такими кронштейнами по вменяемой цене и с доставкой из России и Украины. А вообще, где и у какого продавца покупать подобные кронштейны и покупать ли их вообще, решайте, пожалуйста, сами. Я лишь надеюсь, что этот обзор был вам интересен или хотя бы немного развлек. Если после просмотра остались вопросы, задавайте их в комментариях и там же поздравляйте меня с удачной покупкой. Не забывайте про нашу группу ВКонтакте и Инстаграм. Без вашей подписки наши соцсети грустят. Ну и само собой, не забывайте лайками и репостами показывать YouTube, что наш канал нужно и можно рекомендовать другим. А на этом все. Смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее.